Привет, меня зовут Олеся, и я прохожу процесс индивидуации. Сегодня хотелось бы мне порассуждать на тему, что такое целостность, слияние с другим человеком и путь, который мы проходим. Итак, стать целостным означает принять в себе полный спектр архетипов человека, принять тот факт, что в тебе самом все эти архетипы уживаются одновременно. Все, что ты видишь в других, присутствует и в тебе. Но вот у меня возникает вопрос. Как такому человеку, как я, объектоориентированному, который на автомате сливается с другими, с их аспектами, интегрировать то, что он увидел в другом? Казалось бы, слияние с другим предполагает взятие внутрь себя и этих его аспектов, а интеграция означает встроить эти же аспекты в свое «я». Так в чем же разница? Пока что я нащупала еле уловимую разницу, и пока это понимание не находит нужных слов. Но здесь я попробую порассуждать. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, слияние с другим человеком– это невозможность быть отдельным от него. Вступая в контакт с другим, ты с ним сливаешься, начинаешь зависеть от другого человека. То есть, когда в принципе тебе нужен кто-то другой, и ты отдельно не можешь просто существовать. Так иногда человек, теряя одного партнера, мгновенно бегом ищет другого, первого попавшегося, так как он не может быть один. В слиянии объект, другой человек, занимает первое место. Он является тем, кто доминирует в этой паре «я-он». Я его ставлю на воображаемый пьедестал, сливаюсь с ним. Именно я с ним сливаюсь, а не он со мной. Что происходит в его психике, сейчас меня это не интересует. Я исследую свой собственный процесс. То есть я должна построить законченную концепцию о том, с чем именно я имею дело. Его образ должен быть четко сформулирован. Он должен быть законченный. Для меня этот образ будет в последующем опорой. Соответственно, вносить эти поправки в эту опору, в этот образ, нежелательно. Это некая такая ледяная скульптура, твердая, застывшая, состоящая из воды. Вода– это иллюзии, зыбкие предположения, которые нужно зафиксировать, чтобы потом смочь взаимодействовать с ним и занять свое место рядом с ним. Хорошо. Теперь я пойду немного глубже. Что же происходит, когда живого объекта нет? Вот есть реальность, которая происходит. Психике нужен какой-то объект, а его рядом нет. Тогда психика обращается к первичному объекту, благодаря которому слияние, как взаимодействие с другим или как стратегия выживания, сформировалось и закрепилось. Итак, мы обращаемся к тому первичному образу этой условной мамы, которая также, вот этот образ мамы, также остается зафиксированным, неизменным, застывшим в том времени и в том образе и в той геометрии, которую мы имели в прошлом. Так, с объектом мы разобрались. Это всегда будет взаимодействие с объектом из прошлого и никогда из настоящего. Но вот я задаю вопрос, а если контакт будет недолгий, допустим, мы встречаем кого-то на улице или идем в магазин, взаимодействуем с продавцом, этот процесс должен происходить молниеносно, моментально, быстро, на автомате. И по сути для психики не имеет значения, это будет какая-то длительная коммуникация или это быстрый процесс взаимодействия, буквально в секунды. Ведь речь идет об автоматическом процессе, об узнавании. Да, по сути, любой новый контакт с новым человеком– это процесс узнавания. Узнавание его определенного проявления,
И здесь достаточно всего лишь одного крючка, единственного крючка, за который зацепится психика. Этот крючок распознается мозгом, и остальной уже образ достраивается из той геометрии первичного образа мамы, который уже есть в памяти. Это означает, что любой новый объект активирует из памяти тот образ, но это все еще один и тот же образ, что мы имели в младенчестве. Живого контакта не происходит примерно никогда. Все, человек уже общается со своим прошлым. Он не общается с реальным человеком сейчас. Он взаимодействует со своим прошлым. Но, допустим, это происходит. Вот мы имеем контакт, психика сделала свою грязную работу, подменила объект, но этот реальный человек дальше начинает себя проявлять, показывает какие-то свои еще и другие качества. Возможно, даже, как часто бывает, противоречащие своему изначальному проявлению. Тут психика делает финт ушами. Психике нужно отменить свой образ из памяти и разорвать связь между реальным человеком и тем своим образом. Но в этом случае тогда нужно будет признать, что все предыдущее суждение о реальности будет ошибочно. Ошибка для такого человека просто недопустима, так как признание этой ошибки запустит нападение на себя, процесс аутоагрессии. Этот вариант не годится. Скорее всего, он не будет выбран. Иногда будет выбран, иногда нет. Но, скорее всего, нет. Значит, остается только одно. Даже при улавливании каких-то несоответствий или обнаружении этой ошибки, психика вынуждена достраивать эту сцену, доигрывать ее, доигрывать до конца и дальше подтасовывать факты, искажать и перепрошивать этот образ реального человека буквально на ходу, заменять выводы. Здесь я речь веду о схеме, которая пришла мне в голову. Это схема из Excel, это «если то». Если остается неизменным, а часть, где есть то, это следствие, оно меняется. Например, если я встретилась с другим человеком, и он от меня отвернулся, то вместо того, чтобы проанализировать это, сказать, что так как его отвлек какой-то шум сзади, подставляется. Он от меня отвернулся, потому что он не хочет со мной разговаривать, или так как он меня игнорирует. Вот этот хвостик, он будет всегда травматичным, он искаженным будет. То есть идет подмена живого человека на образ из памяти. Мы живем в прошлом. Реальный контакт при этом аннулируется. Его просто не происходит. Итак, я возвращаюсь к своему вопросу, который задала в начале. Как объектоориентированному человеку, созависимому человеку, который на автомате сливается с другими и с их аспектами, интегрировать то, что он увидел. Из моих рассуждений следует, если они, конечно же, верны, что человек не сливается с другими, но другому человеку он присваивает свой внутренний объект, он прописывает этот объект в образе другого. Он сначала копирует его и помещает в другого, редактируя таким образом его образ. И дальнейшее взаимодействие происходит уже не с другим человеком, а с самим собой. Интересно. То есть он сливается не с другим, а другой просто выступает в качестве простого обычного контейнера, который дает возможность этому моему внутреннему объекту найти свой временный дом вовне. Вот такое сравнение пришло. Психика каждый раз разбивает туристическую палатку на новом месте. Палатка – это мой внутренний объект. Психика его разворачивает, делает свое грязное дело, процесс взаимодействия с этим объектом,
а потом его сворачивает, забирает с собой и идет дальше. Такие мы туристы. Поэтому, рассуждая об интеграции и о слиянии, здесь нет никакого противоречия. Мы все еще имеем дело со своим внутренним объектом. Другой человек здесь ни при чем. Другой человек и его аспекты. Интеграция для меня – это первое интеллектуальное понимание, что во мне этот аспект есть. То есть я счастливая обладательница этого аспекта, этого качества. Второе. На живом опыте нужно прожить это, буквально прочувствовать всеми фибрами души. Войти в контакт, имея уже внутреннего наблюдателя. Прожить этот опыт своей старой личностью. Позволить автоматическому процессу проиграться. Прочувствовать все то, что нужно было прочувствовать, что чувствовал тот травматичный опыт. Позволить этому автоматическому процессу проиграться. Принять те мысли, которые всплыли в этой голове, но на заднем плане наблюдать за всем этим процессом, который происходил и происходит с этим персонажем, с этой личностью, с собой из прошлого, из автоматической личины. Третье. Процесс интеграции. Когда сюжет завершен, нужно проанализировать это, сделать выводы, достроить полный образ того, что там происходило, что ты чувствовал, думал, увидеть этого другого человека как отдельного от тебя объекта, увидеть себя отдельного, свои действия и свои реакции, переосмыслить этот опыт, сделать новые выводы. Только так можно интегрировать какой-то аспект. Интеллектуального понимания здесь недостаточно, так как интеллект – это алгоритм обработки информации. И если ты находишься в травме прошлого, алгоритмы, которые применяет психика, они также будут из твоего младенческого прошлого. Причем ее из конкретной точки, в которой фильтры восприятия не позволяли видеть картину целиком. Я назвала этот ролик «Целостность и путь». Итак, мы исследуем себя, интегрируем какие-то аспекты человеческой психики, постепенно продвигаясь вперед. Интегрировать значит признать, что в тебе это есть. Это также означает, что, зная себя, у нас появляется выбор, использовать этот аспект в своем поведении или нет. Где, как и с кем его использовать. И если ты его используешь, по крайней мере, осознавать, что ты это делаешь. Осознав какую-то в себе бяку, что-то неприятное, нежелательное, нам все время хочется сказать: это я проработала, от этого я избавилась, и теперь у меня этого аспекта нет. Но здесь мы вступаем на рельсы самообмана. Это будет никакая не интеграция, а самообман. Это всегда временное признание из серии я, например, готова признать, что во мне это было, но я с этим справилась, я это проработала, и вообще это ко мне теперь не имеет никакого отношения. Хочется себя обелить. Как некоторые гуру, которые причисляют к себя к свету, а не ко тьме. Интеграция – это честность с собой. Тот аспект, который я в себе увидела, осознала его и прожила, интегрировала, никуда не исчезает. Я не отказываюсь от своего опыта. Опыт – это самое ценное, что человек может получить в этом мире. Глупо от него отказываться. Это было бы то же самое, что выбросить бриллианты в окно. Мы идем по жизни год за годом, меняясь. Опыт нас меняет. Травматичная личность сформирована в прошлом. Она остается на этом пути и занимает свое правильное и законное место в пространстве и времени. После интеграции она возвращается в свое прошлое.
Это все еще я. Это я. Просто я в другой точке этого пути. В точке, которая осталась позади. А я иду дальше. Я развиваюсь. Это мой путь. От начала и до конца. Весь путь мой. Я могу вернуться в любую точку прошлого. И это мы делаем осознанно, обращаемся к нашим приятным каким-то воспоминаниям. Я существую сейчас, в этой каждой точке одновременно. Я существую и в прошлом, в той личности, которая проходила эту травму. Но я существую и сейчас, та, которая эту травму прошла, которая ее видит уже не изнутри, а снаружи, не близко, а с расстояния. Я не знаю, что будет в будущем, но я точно знаю, что и в будущем все эти точки будут сосуществовать в моей психике одновременно. Просто на разном расстоянии от того центра, в котором я нахожусь сейчас. Точки, из которого сейчас наблюдает мое «я». И в заключение я хотела бы сказать, не отказывайтесь от своего опыта. Опыт нам дается очень тяжело, тяжелым трудом. Не выбрасывайте в окно свои бриллианты.